Какой главный секрет продвижения телеграм-каналов? Привет, меня зовут Макс Бондаренко, и сегодня в коротком ненавязчивом видео мы с тобой разберем самый главный и секретный секрет продвижения телеграм-каналов, как набрать огромное количество подписчиков и раскрутить свой телеграм-канал. В чем же этот главный секретный секрет набора подписчиков? Откуда вот в этих всех каналах, вот здесь или вот здесь такое огромное количество подписчиков? Как они их собирали? Может быть, это секрет в оптимизации вашего телеграм-канала. На эту тему я тоже снимал отдельный ролик и в нем рассказывал подробно, как это сделать. Если вкратце, то это вы берете свой телеграм-канал и контент в своем телеграм-канале, меняете имя, название, описание вашего канала или описание вашего контента, заголовок, и в тексте вы вставляете ключевые фразы, которые могут искать ваша целевая аудитория именно внутри телеграм, вбивая эти фразы внутри поиска Telegram, тем самым ваш контент будет высвечиваться, показываться, и люди будут читать ваш контент, потреблять его и подписываться на ваш канал. Способ, конечно, рабочий, но вы с него точно не получите ожидаемые сотни тысяч подписчиков, ну может 5, 10, 20 человек в месяц, и это будет уже довольно-таки хороший результат. Но это явно не то, на что вы рассчитывали, правда? А может быть, сделать ставку на закуп рекламы в Telegram-канал? Или может быть на взаимный пиар, про который все рассказывают? Да, это тоже можно и нужно делать, и на самом деле у меня тоже есть видос, обязательно его посмотри, как закупать рекламу в Telegram-каналы, и эти способы являются одними из самых эффективных для набора подписчиков в Telegram-канал и его продвижения. Но есть важное но, про которое, мало кто говорит. На это, конечно же, нужны деньги, и немалые деньги, раз ты хочешь набрать огромное количество подписчиков. Давай, например, возьмем вот этот Telegram-канал «Кровавая барыня», да, здесь 1 370 000 подписчиков. Давай мы быстро с тобой откроем калькулятор и посчитаем 1 370 000 подписчиков. Давай мы возьмем минимальную стоимость, которая сейчас есть на рынке. Да ладно, давай возьмем среднюю 20 рублей за человека, и эту сумму мы умножаем на 20 рублей и получаем с тобой 27 400 000 рублей. Если у вас такая сумма, я, честно говоря, сомневаюсь. Да, я все понимаю, что это количество подписчиков в этот телеграм-канал было набрано не за один месяц, а даже, скорее всего, за годы. Все верно, ты подметил. Давай даже разделим эту цифру на 5 лет, и мы получим, что в год нужно тратить на рекламу 5 480 000 рублей. В среднем это такая квартира каждый год в городе-миллионнике. Приличная сумма все равно. Да, я читаю твои мысли. И есть такие мысли у многих: а давай накрутим все это на свой канал. И многие каналы внутри Telegram в целом накрученные, причем накручивают все подряд, не только подписчиков, а и просмотры, и реакции, и все, что можно. По поводу накрученных каналов в Telegram я с тобой согласен. С этим много проблем. Но есть каналы, которые этим не занимаются вообще, от слова совсем, и набирают миллионы подписчиков в своем канале. Да и в целом в большинстве случаев накрутки на канал тех же подписчиков можно увидеть через сервис аналитики. У меня тоже есть видос на этом канале, можешь его перейти, посмотреть. Я подробно там разобрал, как проанализировать канал, чтобы максимально себя обезопасить и не нарваться на такой. Но почему вероятность накруток у таких огромных каналов, она все-таки меньше или вообще около нулевая? Тебе здесь нужно знать, за счет чего вообще эти каналы держатся на плаву и развиваются. В первую очередь, они, конечно же, дорожат своей репутацией. Для чего? Конечно, они дорожат своей репутацией для того, чтобы продавать рекламу внутри этих каналов. А ценники за рекламу в этих каналах довольно-таки бешеные. Давай я перейду и покажу стоимость. Вдруг ты мне на слово не поверил. Вот, пожалуйста, та же «Кровавая барыня» 1 185 000, Влад Бумага 4 480 000, да, и ты здесь видишь очень приличные ценники за один, друзья, пост. И давай теперь с тобой порассуждаем, вдруг какой-то из этих каналов по какой-то причине был замечен в накрутке, то все эти миллионные контракты, миллионные посты, все это за 2 секунды срывается, и зачем это автору канала? Не дай бог выплывет какая-то такая инфа. Именно поэтому они дорожат своей репутацией и ничего не накручивать, друзья, не будут. В этом нету никакого смысла. Если бы они накрутили на свой канал каких-то просмотров или подписчиков, разве была бы у них такая высокая активность на этих каналах? Я сильно сомневаюсь. Да это бы сразу было видно по комментариям
комментариям от тех же пользователей. Поэтому топовые каналы этим, скорее всего, вообще не занимаются. Может быть, когда-нибудь есть какой-то другой способ, с помощью которого они продвигают свои телеграм-каналы и набирают эти миллионы подписчиков. Какой? Мы уже с вами из предыдущих видосов знаем, что алгоритмов внутри Telegram тоже нет. Как, например, в других социальных сетях, ВКонтакте и, короче, во всех остальных. С помощью которых в этих социальных сетях и можно набрать бесплатно, ну, относительно бесплатно, тоже сотни тысяч подписчиков. В Telegram все не так. В Telegram либо человек открывает твой канал и пост, либо не открывает. Никакого алгоритма нет. Ты больше никаким образом охвата здесь не получишь. Как человеку попасть в твой канал в таком случае? Может быть, этот секрет продвижения телеграм-каналов состоит в том, чтобы переливать аудиторию из других социальных сетей к себе в телеграм-канал? Да, тут ты уже начинаешь правильно мыслить. В тех социальных сетях с помощью алгоритмов они собирают условно бесплатную аудиторию, потом публикуют ссылочку на свой телеграм-канал и переливают аудиторию к себе. Очень интересная схема. Да, многие этим занимаются, молодцы, я сам рекомендую это делать. Это очень хороший способ раскрутки своего телеграм-канала. Но, друзья, тогда возникает логичный вопрос. А на тех площадках, в том же ВК или любых других социальных сетях, как они добиваются того, чтобы алгоритмы давали им эти огромные охваты, и они там набирали сотни тысяч подписчиков, а может быть даже миллионы, чтобы перелить их в свой телеграм-канал? Что они, маги какие-то, или, возможно, они используют огромные суммы денег, но мы уже с вами посмотрели, какие деньги нужны. В большинстве случаев меньше денег в других социальных сетях вы не потратите, примерно будут такие же бюджеты, и это опять-таки миллионы. Тоже огромный вопрос. Чтобы ответить на этот главный вопрос, как продвигать свой телеграм-канал, как набрать там эти миллионы подписчиков, нужно мыслить шире. И теперь мы подходим к главным моментам. Да, все эти способы, которые я уже перечислил, помогут вам набрать какое-то определенное количество подписчиков в ваш канал. Но пройдут, наверное, миллионы лет, или вы потратите миллионы рублей, прежде чем вы наберете свой миллион в канале. Кстати, все эти способы мы разбираем в моем телеграм-клубе, который уже стартанул. Обязательно по ссылочке в описании переходи, и ты заберешь подробную информацию. Там будет больше 80 видосов, как это правильно делать, как закупать, как анализировать, каким образом все это происходит, и все эти технические нюансы и моменты мы это все разберем обязательно. Ссылочка в описании, переходи, и по ней ты заберешь подробную инструкцию, что тебя ожидает в клубе, если все-таки ты хочешь это изучить более детально. Но все-таки это все не является ответом на главный вопрос, как все-таки раскрутить-то свой телеграм-канал до огромных размеров. Ведь все эти каналы, которые мы с вами уже рассмотрели, и не раз, они большие, они огромные. И этих каналов довольно-таки немало. Как вы уже поняли, что особо и здесь и нет никаких секретных секретов, которые вам помогут набрать огромное количество подписчиков в свой телеграм-канал. Но есть важный момент, который практически все упускают в 99% случаев, вообще не обращают на это внимания. Никакого, друзья. Почему я сказал, что нужно мыслить шире? Часто очевидные вещи у нас находятся под носом, мы их вообще не замечаем. Нужно немного отодвинуться, мыслить шире и смотреть пошире для того, чтобы замечать эти возможности. Также часто в погоне за развитием, раскруткой своих социальных сетей, того же телеграм-канала, мы начинаем все усложнять, усложнять и усложнять. Начинаем закапываться в ботов, создавать какие-то воронки, делать какие-то офферы, делать какие-то согревы, посевы, разогревы. Не делать самого главного для развития своего проекта. Что делают единицы и добиваются успеха в этом вы уже тоже убедились, что такие каналы существуют. Чтобы понять главный секрет, про который мы дальше будем говорить, вы должны сейчас из своей головы все стереть, чтобы у вас там был просто белый лист бумаги, на который вы запишете нужную, важную, эту полезную информацию, которую и будете потом применять. Разобьем этот главный секрет на две составляющие, которые вы должны будете понять и усвоить для себя. Потому что именно на стыке этих двух составляющих и получаются огромные и успешные в своем роде каналы. Первая составляющая. Вы должны понимать емкость рынка, в котором вы работаете. Точно эту емкость, ее узнать практически невозможно, но прикинуть примерно, конечно же, можно, что и нужно сделать. Что это? Это количество людей, интересующихся вашей тематикой. Многие идут в узкие ниши, где нету огромного количества людей, огромного количества просмотров, нету потребности в таком количестве контента и почему-то ждут сотни тысяч подписчиков в свой телеграм-канал, когда там и десятка тысяч нет. Берете
берете с помощью WordStat или того же YouTube VidIQ и мониторите хотя бы примерно, какое количество просмотров видосы могут набрать или какое количество запросов по вашей тематике есть. Устанавливайте плагин в своем YouTube и вбивайте, например, запрос Telegram, вот этот запрос по моей нише. И здесь вот этот плагин VidIQ, он выдает количество просмотров по этому запросу, какое может быть. Максимальное количество просмотров 843 тысячи. Данная цифра говорит о том, что в этой нише есть какая-то емкость, что эта ниша, она популярна среди определенного количества людей. Например, если вы вобьете слово какое-нибудь хлеб, вы увидите, что количество запросов в этой нише, оно просто будет расти в разы, что емкость этой ниши гораздо больше, чем все остальное. 25 миллионов 815 тысяч просмотров. То же самое вы можете зайти в Яндекс.Вордстат и отмониторить запросы людей. Что такое запрос людей? Это интерес. Мы вбиваем хлеб и видим, да, что данным словом интересуется 3 миллиона человек. Давайте вобьем тот же Telegram. И здесь мы видим 8 миллионов 999 тысяч человек. Таким образом, вы вообще можете понять в вашей нише, есть ли спрос на то, чем вы занимаетесь. Не нужно выбирать нишу, например, со спросом в 647 показов в месяц и ждать, что вы наберете огромное количество подписчиков в свой Telegram. Да, людям просто это неинтересно. И вторая, друзья, самая главная составляющая вашего успешного Telegram-канала. Это контент, который вы создаете под свою целевую аудиторию. Да, в этом и есть главный секрет, про который вообще никто ничего не говорит и не упоминает. То есть крайне редко я это слышу от авторов. Как вы думаете, откуда появлялись большие каналы в том же, например, ВКонтакте, когда там не было вообще никаких инструментов продвижения, ни таргетированной рекламы, ни посев, вообще ничего. Все просто. В свое время люди находили широкие ниши, именно так же, как я вам показал, создавали в этих нишах свои ВК-группы. Второе, что они делали, они начали создавать контент именно под широкую аудиторию. И тот контент, который именно интересен вашей целевой аудитории. Что такое контент, который интересен? Он откликается у вашей аудитории. Именно поэтому он ей интересен. Без каких-то решений боли, работы со страхами и так далее, чему учат сейчас в огромном количестве курсов. И третья, самая главная составляющая, как это все происходило раньше и происходит абсолютно сейчас. Если контент у людей откликается, он им интересен, они его репостили в личку, в группы, в каналы, везде, в другие социальные сети, мессенджеры, они его перекидывали друг другу. Почему? Потому что они со всего этого просто перлись и угорали. Им это было очень круто, им просто это все зашло. Если у вас нет широкой ниши, и если у вас нет контента, который по-настоящему будет интересен и откликаться в вашей аудитории, или одного из этих двух пунктов, то вы никогда не получите рост подписчиков ни в одной социальной сети и тем более в Telegram. Потому что ваш контент никто не будет распространять ни в другие Telegram-каналы, ни в личку, ни скидывать в избранное. Это первое. Второе. Если ваш контент может быть супер интересен и он реально репостится, то попав в узкую нишу, у вас есть определенный потолок, и выше этого потолка вы никогда не заберетесь. Все остальное, что вы слышали в интернете, на каких-то курсах, это все мелочи, которые предоставят вам дополнительные возможности развивать свой Telegram-канал. Но если у вас нету базы именно этих двух составляющих, то все ваши попытки будут приводить к тому, что у вас будет маленький каналчик, который будет тешить ваше самолюбие. Примеры есть огромных каналов. Дмитрий Масленников, телеграм-канал, или та же Кровавая Барыня. Они заходят в очень широкую нишу, поймите это правильно. Кровавая Барыня — это условный новостник, который постит новости, самые актуальные новости. И эти новости, к сожалению, может быть, к счастью, интересны огромному количеству аудитории, они его репостят друг другу. Дима Масленников выезжает в своем контенте на том, что у него постоянно есть какая-то интрига. Это развлекательный тип контента, и он очень интересен людям узнать, что же будет дальше, и он на этом играет, и он очень хорошо и серьезно развился на ютубе, а потом впоследствии и развил свой телеграм-канал. Вы должны понять, что вы должны научиться делать вирусный контент, который люди будут распространять друг другу из лички в личку, из канала в канал, и он будет репоститься, вируситься.
Когда вы углубитесь, то поймете одну очень важную вещь вот в этих каналах, которые я показывал. У каждого успешного автора есть своя подача и харизма. Это очень важно для истории успеха вашего телеграм-канала. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я выкладываю очень много годного и полезного. Подписывайтесь и на этот канал тоже. Обязательно переходите в комментарии, пишите ваши вопросы, что было непонятно, я отвечаю, ну, по крайней мере, стараюсь отвечать всем. С вами был Макс Бондаренко, пока!